Вот и надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардия. Ну что, у меня сегодня немножечко будет СМР контент, потому что у меня на часах уже 2 ночи. Почему так поздно я снимаю, то я объясню. Ну, в принципе, причина всего лишь одна у меня. Это то, что у меня только включили свет недавно, и как бы, ну, уж что поделать, приходится снимать в 2 часа ночи, поэтому оцените от 1 до 10 мою внешность сейчас, насколько энергичен, и если я вдруг где-то буду там запинаться, либо что-то еще, то, ну уж извините, тут ничего с этим поделать не могу. Так, запись идет, отлично. Я взял гоблина сейчас со старта, и, ребят, сразу говорю, если у вас есть возможность взять гоблина, хотя бы в единичку, либо же в двоечку, особенно со старта, обязательно юзайте эту тему. Кстати, тут неплохо мне так пришло. И гида, и 2 клокверка. Но я беру гиду, потому что она намного сильнее, как по мне. Честно, я еще не придумал то, на чем я хочу сегодня сыграть. Поэтому посмотрим, на чем я смогу сыграть. Ну, будет идти, от того и буду отталкиваться. Надеюсь, что мне, конечно, гоблин в двоечку хотя бы придет сейчас со старта. Будет вообще очень круто. А так, в принципе, ну, честно, у меня даже никакого плана нет на эту игру. Просто посмотрю то, что будет мне идти, от этого буду отталкиваться. Ух ты, 2 лины, демон. Блин, ну 2 лины надо взять, я думаю. Да, я возьму, наверное, 2 лины все-таки. 2 лины возьму. Мне кажется, так будет намного мощнее. Опа, еще и монеточка пришло, еще и мана плюс 40 пришла. Не, ну круто. Почему я беру гиду со старта? Смотрите, когда у вас приходит гида и дискорд, то это нереальный мощный, ну, нюк со старта. Я думаю, никто... Ух ты, панда еще пошла. Так что, может мне сейчас и кунг-фу панда придет со старта, а? Как думаете? Меня, кстати, просили убить записать, но я не могу обещать то, что мне будет приходить. Сейчас, секунду, надо подумать. Ну, в принципе, мана плюс 40, плюс минус армор. В принципе, неплохо будет, на самом-то деле. Мне кажется, в лину нормально будет. Тут у чуваков пока непонятные билды какие, но мне кажется, 100% будет воины. Короче, посмотрим, что будет идти сейчас. Я уже раза 3, наверное, об этом сказал. Не имею плана на эту игру. Вот. Ну, я думаю, по моей записи сегодняшней будет видно, насколько я буду растерян и все такое, потому что все-таки 2 часа ночи за окном, я только недавно проснулся, встал по будильнику, поэтому, ну, не без сути, ребят. По поводу эгиды. Если вам она со старта пришла, берите ее. А если упал вам дискорд, берите вдвойне. Потому что эгида со старта это нереально сильный нюк. И я думаю, нюка сильнее вы не найдете. У нее реально огромный нюк. Ух ты, пандочка пришла. Боже, мне так давно не приходило 2 панды сразу со старта. Это отлично. Сейчас попробую колечко найти, может получится. О! Боже, ну сегодня, походу, рандом не благоволит. Да? Получается, рандом не благоволит. Блин, на самом деле бы мне бы выйти в 10 монет. Да, у меня там 100 хп, у меня панда, у меня такой неплохой билд. Может, попробую выйти в 10 монет. Вообще, я бы хотел убить записать. Вот реально хотелось бы мне убить записать. Ладно, я, наверное, все-таки в 10 монет попробую выйти. Или нет, или да. Ну, просто если Лина в двойку сейчас ко мне придет, будет очень хорошо. Лина в двойку со старта, это тоже ничего себе. Потом поставить еще магов сверху, и там просто нереальный развал будет. На всякий случай возьму орка жреца сейчас. Ну, мало ли, ну, чем черт не шутит, может сейчас что-то еще хорошенькое придет. Тут, кстати, неплохо меня так порвали, хорошенькое пришло. Хорошенький удар по лицу пришел. Чисто наказали. Не, ну все, тут надо сейчас приходить в инкам. Играть пока что через кунг-фу. Ух ты, еще 2 жреца пришло, обалдеть. Не, надо выходить 10 монет. Надо выходить 10 монет, покупать 2 жрецов. По-любому надо. Ну, блин, Элина тоже хороший персонаж. Я в замешательстве пока небольшом. Чуваку Алхим пришел на 6 раунде. Алхимик на 6 раунде пришел, чуваку. Серьезно? Обалдеть. Опа, опа. Скиллуха подъехала. Да, конечно. Ну, кунг-фу это ж не имба этого патча, по-любому. Особенно в текущем мете, когда воины играют.
Так, я решил немножечко взять двух жрецов, и я поставил сейчас тролля, потому что у них все-таки могут топоры вылететь, и будет очень много урона наноситься. ТБ я не буду собирать, хотя на самом деле я бы, ну, не прочь бы попробовать записать ведьмаков. Мне очень интересно, как они себя чувствуют в этом патче, но, как мы видим, такое что-то себя чувствует. Ну, конечно, из контроля меня не выпустили от слова совсем. Спасибо, я тебя понял. Ну, классно. Лучше не придумаешь. Пока буду играть на кунг-фу, потому что как-никак это хороший, ну, со старта буст. Так, тролля продам. Может, жрецов оставить? Поставить, точнее. Ой, еще раз написал, мне скиллуха подъехал. Но я думаю, ребят, не обессудьте, если я там кому-то в личку не отвечаю, либо что-то еще, то я играю все время на запись. То есть, если я в игре не отвечаю вам в личку, либо в чат, то, знаете, я на запись. Но я там иногда могу ответить, вот, когда кто-то что-то напишет, но все равно, ну, как бы не обессудьте, не обижайтесь. Обалдеть, чуваку и гида в двойку пришла. Я все-таки поставлю жреца, мне кажется, он намного будет мощнее, нежели вот этот торг шаман. Вот мне так кажется. А там, как оно по факту будет, не знаю. Но в любом случае, мне пришли со старта кунг-фу, это уже, ну, как бы ничего себе. Ну, конечно. Ну, конечно, мне прилетел стан от этого персонажа на фулл лицо, на фулл вечность, на фулл... Да. Ладно. И цветка, и два шамана. Я поставлю лучше сейчас двух жрецов. Мне кажется, они будут намного сильнее, чем Эгида. Хотя, если бы у меня была бы возможность, я бы, наверное, лучше бы поставил еще и Эгиду сверху, потому что под Дискордом было бы намного больше урона. Жалко, конечно, что мне Гоблин не пришел. Было бы очень круто, если бы Гоблин мне в двойку пришел. Это нереально много денег. Так, Агитку я продам. Я выйду лучше в 20 монет, оставлю вот этого орка-шамана. Может получится богов плюс орков сделать. Тоже будет неплохо, если я полностью сделаю через full билд самонов и хп и сыграть через этого шамана лавы. Кстати, ребят, я в предыдущем ролике говорил, что он необычный немножечко, да, и я как бы сделал такую вот пасхалочку, грубо говоря, да, назовем это так. Не, ну два жреца, кстати, неплохо так помогают, смотрите. Прилетел нюк, так мало ли того, что прилетел этот нюк, так я еще и хп восстановил себе неплохо. Но панди, как обычно, все равно абсолютно на то, какие вы там кастуете скиллы. Она просто все и выйдет, несмотря, вот, просто все подряд и выйдет. Жрец пришел. Можно было бы на лустрике сыграть, но я его просто, наверное, возьму, мало ли мне богов получится собрать. Не, ну в принципе в 30 монет лучше выйду. Да, лучше выйду в 30 монет. У меня 9 раунд, 30 монет, у меня ну, довольно-таки много хп, 89 целых. И поставлю две панды, потому что они могут накидать свои способности, я их подожгу. Они, короче, накидывают пиво. В это время, если прилетит какой-то активный скилл, либо что-то еще, он активируется и начинает, будет их сжигать потихоньку. А так как и будет синергия кунг-фу, то есть шанс, что сработает вот этот ваншот 50% хп. Ну боже, ну посмотрите, какая-то панда имбалансная просто. 2300 урона в единицу. Серьезно? И кучу всего она свейлила. Мало ли того, что... Ух ты. Блин, и на воина хочется сыграть, и через эгиду хочется сыграть. На гритерах я не буду играть, потому что на гритерах довольно-таки сложно сейчас играть. Из-за того, что мета воинов это просто... Вот просто посмотрите, уже один чувак на воинах играет. Так еще там 3 ну, будут. Ну, то, что я увидел сейчас со старта, это то, что там есть один воин, который уже 100% будет собираться воинов, и еще 3 сверху есть. Ну, как бы, ну, не мета-патча, по-любому. Так вот, по поводу пасхалки. Я в своем телеграм-канале ответил, что там все-таки была за пасхалка на поводу этого ролика, который я отснял предыдущий. Кто не в курсе, если что, телеграм-канал закреплен в комментариях. Подписывайтесь, не стесняйтесь. У нас там чат комьюнити. Мы там все общаемся о разном. Кстати, вот подписчик. Да, или просто знает обо мне, либо подписчик, не знаю. Но на самом деле приятно, что меня узнают. Так вот, по поводу пасхалки. Я ее написал в телеграм-канале. А телеграм-канал закреплен в комментариях. Если что, подписывайтесь, не стесняйтесь. Там у нас чат комьюнити. Там я пишу личный блог, плюс всякую информацию по игре и все такое. Поэтому не стесняйтесь, присоединяйтесь, там намного интереснее. О, барабан войны. Ну, не, барабан войны я возьму, это очень хороший предмет.
Особенно при моей сборке текущей, то это очень хороший предмет. А еще у меня 50 хп, ой, 50 хп, 50 монет. Я отвечу все-таки своему человеку в чатик. Хоть и не всегда, ну, я вначале говорил, что я не всегда буду отвечать в личку и все такое, но тут я отвечу, ну, чтобы не было просто человеку обидно, грубо говоря. Все-таки я большинству людям отвечал, большинству людям, людей. Как правильно будет, я сейчас не понял, людям или людей. Короче, большому количеству своим подписчикам я отвечал. Даже просто те люди, которые меня знают, я им отвечал, а тут я вдруг проморозюсь именно в катке. Поэтому, ну, давайте, чтобы не обидно было, я ему все-таки ответил. Вот. Про пасхалку сказал, я в телеграм-канале. Так, уровень берем, выставляем full пант. Кунг-фу. Ну, скорее всего. Ну, да. Скорее всего, потому что здесь куча воинов. Просто посмотрите, сколько воинов. Если я бы ведьмаков начал собирать, то да, я действительно бы в Next поехал. Поэтому я не рискну ведьмаков собирать. Особенно, когда там 4 воина. 4 воина в катке, ребят. 4, понимаете? Обалдеть. Да, я, знаете, вот сейчас понимаю, что когда я встал по будильнику, у меня немножечко, ну, мысли теряются. Я даже не знаю, как это вам передать, но я надеюсь, вы меня все-таки поймете, простите. И не забудьте поставить свой лайк и комментарий для того, чтобы меня поддержать. Боже, посмотрите, сколько воинов. Обалдеть. Боже, раз, два, три, четыре. 4 воина. Серьезно? Я уберу этого волшебника морского, потому что он мне не особо нужен. Мне на самом деле лучше боги, потому что я бы сыграл лучше кунг-фу плюс боги, и было бы намного приятнее. Кунг-фу плюс боги было бы намного приятнее играть. Просто комфортнее насколько. Зачем мне тогда этот жрец, бог? Я, короче, дурак немножко. Я неправильно сейчас сделал. Надо было убрать этого жреца и поставить ниже жреца, потому что я все равно не на лустрике. Если бы я на лустрике был, тогда да, тогда можно было бы такое сделать. А так, ну уж... Да, тут меня, короче, по моей ошибке я еще и банку не заработаю. Обидно. Вот это вот обидно на самом деле. Банку хп не заработаю. Вот это реально обидно. Да. Ничего себе усиление. Не, ну тут по-любому надо брать. Берем. Берем, конечно. А может, знаете что? Может попробовать на богах плюс жрецах сыграть? То есть, смотрите, я сейчас всем показываю о том, что я играю сейчас на кунг-фу, да? А потом просто в один прекрасный момент я возьму и перестроюсь. Я, кстати, сейчас взял уровень, потому что у меня, вот смотрите, 14 раунд, у меня 7 уровень, 50 монет, 72 хп. И в принципе все хорошо, плюс я сейчас лустрик выставил на всякий случай. Ну, мало ли я буду выигрывать, либо проигрывать, но все равно буду хотя бы уверен, что мне баночка одна прилетит. Хотя на самом деле, посмотрите, какой прикол. У меня не такой уж и сильный стол, но тем не менее, что я творю просто. Обалдеть. Ну это мемно. Это реально мемно. Просто выигрываю на... Просто на святом слове, или как так это назвать. Тут мне надо максимально быстро в уровень ходить, хотя бы 8 взять. Хотя бы 8 взять. Так, кстати, мобы надо сейчас full панд выставить, чтобы получить пандочку. Ой, full панд. Ну, короче, надеюсь на то, что мне придет панда. Очень надеюсь на это. Мне бы очень хотелось, чтобы пришла ко мне панда. Так вот. По предыдущему ролику я сказал. Пасхалочку свою напишу в телеграм-канале. И мне вот... Ну, я сделаю даже, наверное, еще один опрос. Как вам такая пасхалочка? И заметили ли вы разницу? А так как, ну, вот будете уже смотреть этот видос, ну ладно, я это скажу, ребят. Короче, предыдущий ролик, это был реплей, и я этот реплей откомментировал как живые комментарии. Вот расскажите мне, пожалуйста, заметили ли вы это или нет? Вот дайте мне свой фидбэк. Мне очень интересно. Я думаю, мало людей заметило, потому что 1 или 2 человека всего лишь написало свое предложение, но по итогу оно оказалось неверным. Блин, ну реально, сейчас я сделаю кунг-фу,
Я всех хочу надурить. Вот я реально сейчас перестроюсь в богов-жрецов, но я постараюсь всех надурить. Но все равно, посмотрите, мне со старта пришел обалденный билд. Вот реально обалденный билд. Так, одну панду беру, потому что, ну, пусть на устрите стоит. У меня уже 15 раунд, почти 8 уровень. Ну, шарбезный мне здесь, короче, не нужен, потому что здесь 3 воина. Поэтому я думаю скипнуть все эти предметы, и может мне что-то... Ну, да. Что-то хорошее пришло. В принципе, ну, неплохой предмет, конечно, но не под... Ну, не под такой билд, который я хочу. Кстати, колечко еще одно. И мана, это духовный талисман. Но я возьму колечко, так как у меня есть панда, вот это вот, да, убийца. Хотя, на самом деле, наверное, лучше закинуть либо в жреца, либо же в панду кунг-фу. Наверное, даже лучше в панду кунг-фу, потому что она накинет свое пиво, и я буду поджигать. Ну, сейчас, короче, посмотрю на импакт. Просто 4 воина в катке, ребят. 4 воина в игре. Серьезно? По-моему, это уже немножечко кринжово звучит. Вот честное слово. Боже, я сейчас альтабнулся, посмотрел, что у меня запись идет. И посмотрел на свое сонное лицо и понимаю, что это просто кринжатина какая-то. Ну, тут, кстати, меня эльфы просто разрывали. Еще чел пеньков насумонил и минус 13 мне на лицо накинул. Спасибо. Боже, панда, ты можешь мне не идти? Я тебя молю. Шторм Спирит, не иди мне. Пусть мне лучше вот панда-убийца придет, я хотя бы через богов сыграю. И будет намного круче. Сейчас поставлю, может, гоблина. Хотя, наверное, гоблин мне уже не нужен. Как по мне, он слабый. Может, Шторм Спирита сейчас продам, чтобы в монетки выйти. Хотя, наверное, мне и придется так сделать. Так что посмотрел, кто кого перебил. Сделаю немножко сейчас расстановку другую, потому что там есть эгида в двойку. А если эгида в двойку есть, она очень сильно может мне по лицу накинуть. Поэтому лучше я так рисковать не буду. Вау. Боже, спасибо тебе, жрец, что в этот раз ты похилил как надо. Обычно этот жрец хилит, ну, не так, как надо. И явно не того, кого надо. А тут он прям похилил того, кого надо было. Обалдеть. Чисто лайк. Тут я еще каким-то образом выиграл чувака. Но у меня 8 уровень, и на самом деле я бы либо усилил стол сейчас, либо же взял все-таки... Не, ну тут по-любому жрецы. Вот по-любому здесь жрецы. Просто посмотрите, как он мне идет. Если я его в тройку соберу, то это будет вообще песня. Вот реально, если в тройку соберу. Так, подожди, это не та панда. О, отлично, все. Все шикарно. Только что чуть не оставил панду без предмета. Но 4 воина это, конечно, нечто. Вот если бы мне на самом деле панда-убийца приходила бы, я бы сделал 6 убийц плюс богов и было бы намного круче. Вот реально намного круче было бы. Во-первых, я бы тогда воинов разрывал, нечего делать. Тут я не понимаю, что этот человек вообще собирал. Алан Лесса. Тут вообще непонятно, что он собирал. То ли он хотел эльфов собрать, но ему что-то вообще, походу, не пришло. Вот реально ему, похоже, не пришло от слова совсем. Ну ладно. Мне что меньше конкурентов, больше как бы подышать. Я, короче, буду брать, наверное... Может, еще через Киру попробую все-таки сделать кунг-фу. Мне уровень надо брать. Не, я вот продам лучше все. Да, я, наверное, все-таки сыграю через богов-жрецов, пока пусть все думают, что я играю через кунг-фу. На самом деле мне не хватает Марси, чтобы вот максимально полностью запутать всех своих противников. Мне не хватает Марси, чтобы поставить фуловое кунг-фу. И если я поставлю фуловое кунг-фу, я думаю, что... Ух ты. А тут, кстати, неплохая себе нежить. 6 нежити, 3 охотника, еще баф этих снайперов. Баф гномов. Реально неплохо так. Круто. Было бы круто еще вдвойне, если бы мне сейчас кунг-фу панда пришла в двойку. Вот это было бы намного круче. Вот реально было бы намного круче. Боже, я немножко сплю до сих пор. Ну, и уж извините, ребят. Ну, сори. Не, ну тут неплохие такие воины на самом-то деле. Но единственный плюс, то что сейчас у него еще не 9 воинов, и он мне отражение не дает. Просто если было бы отражение, вот эта кунг-фу панда у меня откисла бы уже давным-давно в могилу. Я бы тогда ничего сделать не смог. Ну, нормально сейчас так. Живи, ну живи! Он еще в конце расплодился. Ах ты ж... Нехороший человек. Вот надо было манту ему в конце юзнуть. Серьезно? Да не, ребят, это тут по-любому жрецы. По-любому. Вот гадалки не ходи, тут по-любому будут боги-жрецы.
Поэтому сейчас я возьму 9, немножко паролю и попробую найти себе фулл жрецов. Я думаю, мало людей сейчас думает о том, что я сейчас сыграю через не жрецов, а вот через кунг-фу. Ой, точнее, не через кунг-фу буду играть, а через жрецов. Очень мало людей думает об этом, я более чем уверен. Тут, кстати, один чувак вылетел. Кстати, знаете, что я сейчас понял? Я забыл одну фигуру выставить. Я надеюсь, я за это не поплачусь и не вылечу. Не хотелось бы, знаете, вот в такой вот обидный момент вылететь. Ну, по крайней мере, ваншот прилетел чуваку. На мобах. Это хорошо. Кстати, минус армор выпал, но на самом деле он мне не особо нужен. Так, 9 у меня есть, надо немножко паролиться и усилить свой стол, потому что если я собираюсь играть через богов-жрецов, мне, в принципе, и 9 уровня хватит с головой. Но мне бы хотя бы, чтобы Марси пришла сейчас, чтобы было бы... Ну, опять мне хрень какая-то падает. Давай взгляд Азес. Понятно. Взгляд Азеса мне не видать. Ну, кристалл мана плюс 40 на самом деле тоже неплохой предмет. Почему бы и нет? Так, друиды. Не, лон друида я чуть позже продам. Он мне не особо нужен. Я его сейчас так для старта взял, но я его не буду никуда апать и все такое. Кстати, посмотрите реально, какая у меня сейчас экономика, какой уровень, и просто оцените от 1 до 10. И я уверен, что это отличнейшая экономика. Отличный уровень. Вот просто 21... Блин, там уже 9 воинов. Тут будет еще... О, я шарбезный скипнул. Вот дурак. Ну вот, короче, как-то так. Мне, ну, немножечко, так сказать, поддели. Чисто, так, знаете, из днища какого-то. Ну ладно, я, когда соберу фулл жрецов, я более чем уверен, что этот маг немножечко приколится. Ну как немножечко? Множечко приколится. Ну, кстати, нежить меня вынесла. Я рассчитывал, что она меня не вынесет. Ну ладно. Клопа. Жрец, сюда. Еще и Марс идет. Зря квапы только купил. Потратил время и деньги, грубо говоря. Опа, отлично. Сейчас фуловую кунг-фу выставлю. У меня как раз есть бог. Вот так вот делаем. Так, панта на самом деле надо убрать. Шторм Спирит мне не нужно. Я его сейчас продам. Боги у меня есть, но на самом деле можно было поставить и 4 бога, но для этого мне нужно 10 взять. А я 10 как-то не особо хочу. У меня есть 4 кунг-фу и 2 бога. В принципе, пока достаточно. Я думаю, 9... Вот просто посмотрите сейчас, что будет со мной. Чпеньк. А, не, пока маловато нанес урона, кстати. Даже 9 воинов. Да, это 9 воинов, но пока маловато нанес, но все равно не откис. Спасибо и на этом. Я думал, что откисну. Сюда иди. Я ему сейчас стрик собью. Отлично. Или он мне собьет. Я надеюсь, что я ему все-таки собью стрик, а не он мне. У меня все-таки чувак себя отхиливает, ему уменьшает здоровье, плюс... Уже посмотри, какая баталия. Плюс чистым уроном бью еще. Сюда, стрик. Сюда мои денежки. Денежки мои. Так, обузим Энчу. Плюс 1 монеточка в копилочку. Опа. Шикарно. Надо... Мне все равно нужно еще немножечко стол улучшить. Я в любом случае буду играть сейчас через жрецов. Марси продал... Потому что у нас не особо нужно. Я в любом случае через жрецов собираюсь играть. Лишних персонажей сейчас продал. Оставил одну панду. Хотя на самом деле можно и Шторм Спирита тоже продать. Надо фуловых, наверное, поставить уже богов. И будет намного проще мне. Ну вот, кстати, 9 магов. Короче, да, я сейчас буду полностью ставить свой стол. Большой. У меня 30 хп и... Сколько баночек? Ну, да. Боже, мне не хватает одного жреца. 23 раунд. У меня жрец в тройку. Серьезно? У меня сейчас фуловые боги из-за этого еще сверху. Боже, какой-то кайф. Я сейчас просто буду разваливать, ничего делать. Обалдеть. 4 кунг-фу, 4 бога, жрец в тройку. Это ж, ну, это просто топ. Это топ. Я сейчас еще немножечко в кунг-фу поиграю, но я думаю, что хотя бы, чтобы мне орк в двойку пришел. Хотя на самом деле я уже могу перестроиться в жрецов, и будет намного проще мне играть против них.
просто 23 раунд, у меня жрец в тройку нежить. Серьезно? Боже, мне давно так не везло. Жрец в тройку под фулл богами нереально сильно, ребята. Ни в коем случае не стоит его недооценивать. Это очень сильный персонаж. Его еще закирить сейчас можно. Плюс я сейчас под кунг-фу играю, так там забей вообще. Мало ли того, что у меня урона куча, так я еще и ваншотать могу. Кстати, одного чувака я вынес. Ну, кстати, демона можно будет собрать этого на ману. Ну что, проверим мою удачу сейчас. Я поставил 4 панды, и я очень бы хотел, чтобы мне сейчас выпала кунг-фу панда, но я что-то такое... Боже, я даже не хочу на свою вебку сейчас смотреть, у меня реально глаза как у китайца, раз. И еще и такой сижу. А еще, боже, мне так не хватает времени, я хочу подстричься, но у меня куча смен. Это прям жесть. Раз воин, два воин, один воин вылетел, нежить и 9 магов. Но я думаю, нежить совершенно скоро откиснет. Один чел на воинах 100% вылетит. Ну, он уже вылетел, ну, он уже не камбэкнет ни в какую. Опять лундрит приходит. Все-таки я демона буду собирать, который ману высасывает. Ну, почему бы нет? Хочу ли я сейчас вот апнуть Марси, допустим, в большой уровень? Вот хочу ли я этого? Или... Вот митриловые доспехи, они хороши. Мало ли мне какой-то дум прилетит. Так, это все скип, но мне не надо. И зеркало тоже скип. Кстати, череп отличная вещь. Если я буду играть через жреца тройку, то череп отличная вещь. Даже не через сумоны. Хотя и небесный щит топовый предмет. Но я возьму маску, потому что, смотрите, этот жрец тройка не всегда хилит себя самого. Он зачастую хилит кого-то другого, но не себя. И это огромный минус. Я, наверное, все-таки Марси буду продавать. Я лучше сейчас апну себе еще одного жреца в двойку, выставлю фулл жрецов. Тем самым я законтрю мага вот этого через волшебников. И, кстати, у меня же есть 4 банки. За 4 банки 17 хп восстановил. Обалдеть. Обалдеть. Это получается 3 раза по 4 и 1 раз 5 восстановил. Кстати, ну это этого чувака я и так выносил. Так, Рубик пришел, Жрец Орк пришел. И я, наверное, все-таки продам Марси. Я не думаю, что я буду сейчас через Марси реально играть. Я, наверное, ее все-таки продам. Не особо нам не нужна. Не, все. Вот теперь я точно сейчас буду продавать Марси всех. И буду выставлять фуловых жрецов. Так, ты куда там тыкаешь кнопку? Алло, Вася. Все, вот теперь у меня шикарный билд. Посмотрите просто. 4 бога, 4 жреца, 6 из 9. На 3 персонажа меньше. Поэтому 3 персонажа сейчас буду брать под контроль. Так. Хрень предмет, конечно, упал. Максимально. Закину его в Рубик, потому что у меня другие не кастуют. У меня 71 монетка. На самом деле можно сейчас 10 уровень взять. Боже, посмотрите, какие чувака выношу. У него 9 нежити. У него 9 нежити, но он мне сейчас делать ничего не может. Красота-то какая, а? Я ему сейчас Винста Икс обью. Не, ну Андайн в тройку, конечно, очень мощный перс. Просто посмотрите, насколько у него много импакта. Невероятно много хилит. У меня еще Рубик стырил скилл от хила, прикиньте. А, нет, скилл Абадона. Не, ну жесткий этот жрец тройку под маской. Он вообще 20 тысяч урона нанес, ребят. 20 тысяч урона. Щихан пришел. Не, ну Марси надо выкидывать. По-любому. Он мне не нужен. Так, мана плюс 40 я закину в этого жреца. И в хана, в принципе, ману плюс 30 закину. Жрецов на самом деле надо будет, наверное, чуть-чуть назад поставить. Просто смотрите, если жрецы слишком близко будут стоять, их могут ваншотнуть, и тогда мой контроль спадет. Кстати, осталось 2 воина по 9, остался нежить 9 и маг 9 осталось.
Кстати, классно еще то, что никто медальоны не взял. Все реально думали о том, что я буду играть сейчас через кунг-фу, а по итогу я играю это через жрецов. Обман века получается. Кстати, посмотрите, доспех 3-го тира меня засейвил от Дума. Если бы не доспех 3-го тира, я бы сейчас был под Думом, и у меня бы вот этот жрец просто откис. Ну, что ж. А знаете, что я сейчас понял? А кого мне ставить еще одну позицию? Вот кого поставить в еще одну позицию? Горн или Орка? Ну, Горн можно было бы поставить, но так как я буду юнитов брать под контроль, я бы не очень хотел, чтобы они били тотем. Я бы хотел, чтобы они били своих же персонажей, как можно быстрее об друг друга убивались. Хотя на самом деле я мог бы и фуловый Горн выставить, было бы тоже очень круто. Если 4-го тира шмотка бы мне пришла, то я бы реально мог взять поставить фуловый Горн и всех спокойно выносить. Либо же 4 орка поставить. Сейчас можно 2 поставить, в принципе. Хотя, наверное, нет, я лучше суммон поставлю. А вот это, кстати, идеальное противостояние. Просто 9 мертвецов, 9 магов и 2 воина по 9. Кайф. Так, ну вот смотрите, я сейчас взял их под контроль, а если был бы Горн, то они бы не били там Джаггера, не били там Кунку. Они бы били своих. О, кстати, смотрите, импакта есть от орка-жреца. Взял, присумонил одну фигуру. Кайф, кайф. Не, ну боже, насколько же импактный жрец тройку. Обалдеть. Так, есть орки. Так, а безоруж я на самом деле хочу закинуть Вандайнга, но пока орка-жреца поставлю. У меня 2 орка. Будет круто, если я сейчас соберу еще этого жреца в тройку. Орк-жреца. Это будет вообще шик. Знаете, что я сейчас понял? То если мне придет шмотка 4... А, не, ничего. Забудьте, все, ничего не могу сделать. На самом деле я бы мог вот этого шамана, орка, за 2 монеты, апнуть в троечку. Почему я это говорю? Потому что у меня один слот свободный остается. Вот реально у меня один слот остается свободен. Вот я сейчас апнул 10 уровень, а зачем апнул, непонятно. Но скорее всего я чисто его апнул из-за того, что я хочу жреца найти. Вот реально непонятно, зачем я апнул, но на 10 уровне у меня шанс 25% найти этого жреца 4. Тут что, орк-жрец? Джакира. Ну, в принципе, можно было бы Джакира сделать. Я на самом деле в таком замешательстве. Я хочу и то, и все сделать. И... Еще и божественный отпечаток пришел. Боже, что делать? Фулл Горн я не хочу делать. Я себе в убыток это все сделаю. Ну, хан мне вообще что-то не приходит. У меня просто на одном месте вертел. Сейчас дайте подумать немножко. Не знаю. Не, ну отпечаток можно было бы взять. Блин, я, если честно, пока не знаю, какой предмет взять. Вот вообще не знаю. Просто, ну, сделаю сейчас 4 богов, а кого я вдобавок поставлю? Вот реально кого? Кстати, там Хускар в 2. Мы на 9. Все, минус маг. Все, у меня на одну проблему меньше. Я просто ему Хускара взял под контроль и вынес его за 3 секунды. Вот это вот красота, вот это. Ну вот, блин. Остался мертвец и остался воин. Ну, я просто не знаю, ну зачем мне этот отпечаток божественный? Вот реально зачем? Джакир опять пришел. Трента я скипнул. Он мне не нужен, там есть дешевле намного фигурка. Ну и Джакира, наверное, тоже скипну, этого тоже скип. Хотя на самом деле лучше бы я Джакира оставил. Вот сейчас так думаю, что лучше всего я бы Джакира оставил. Фулл орки мне ничего не дадут. Шаман лавы мне тоже ничего не даст. Фулл горн я сделаю себе в убыток, потому что когда я буду брать вражеские фигуры под контроль,
то я буду давать им обезоружь и все такое. Я сейчас взял отпечаток, ну, может, что-то как-то сделаю с богами. Вот надо посмотреть, просто подумать, как я могу провернуть. Короче, объясню, почему я не беру горн. Я вот пытался еще раз попробовать. Смотрите, я не беру горн по той лишь причине, что вражеские фигуры начнут бить этот горн. То есть они в априори будут бить этот горн, а не в свои же фигуры. Поэтому это огромный минус для меня будет, кстати. А че он такой жирный, я сейчас не понял, алло. Че тролль так хилится, объясните мне. Тут его Свен в двойку бьет, а оно так хилится. Ты серьезно? Отражение, маска над хилы. Что, из-за этого он так хилится? Серьезно? Да боже. Кстати, мне чувак прервал стрик. На нежити стрик не прервался. Сейчас серьезно? Не, ну тут я его вынесу сейчас, потому что у него 300 хп осталось. Я думаю... О, кстати, минус воин. Все, воин, до свидания. Так, денежки мы обузим. Может, Рубика соберу в тройку. Импакт от Рубика в тройку. Может, Агра поставить? А чем черт не шутит? Или Омника найти. Так, вот Рубик. Может, Омника попробовать найти? Вот серьезно. Поставлю монососку сейчас. Сейчас еще надо скипнуть пару... Так, это предмет бесполезен мне. Вот этот предмет тоже скипну. И надо попробовать Радик взять. Хотя, кстати... Не, ну Манта еще полезна мне. Вот бессмертие это топовый предмет. Я считаю, это обалденный предмет. С бессмертием я могу еще себя отхилить несколько раз. Это будет вообще топчик. Кстати, посмотрите. В прошлый раз нежить меня вынесла, а в этот раз я ее вынес. Посмотрите, насколько это быстро все сделал. Просто минус 34 чуваку. Ну, просто в лобешник прилетело. А может, получится Рубика собрать? Давай, Рубика в тройку, ну. Рубика и вот это вот монососку. Давай, может, и его в тройку получится собрать. Хан вообще не идет. Смотрите, тупо Хана нет. Хан на одном... Да куда... Может, получится? Давай. Давай. Ну, удачи. Удача меня покинула. Ну, ладно. Ну, кстати, надо было как-то подумать, одного бога убрать. Но сейчас уже конечная будет, смотрите, тут просто без шансов его выношу. Я забрал у него мейн керри Траксу. Там у него в тройку Тракса. Со всеми предметами, я так предполагаю. Я его просто вынес за 2 раунда. Вот что бывает, когда ты не сейвишься от жреца. Просто, ну... Не скажу, что это сильно было, вот серьезно. Но это было все равно прикольно. Реально прикольная катка с необычной перестройкой, но тут мне со старта очень сильно повезло, то что мне пришло кунг-фу. И, ребят, ну, не обессудьте, что сегодня был такой вот видосик, у меня немножко с СМР-контентом, и я немножко вялый, потому что, ну, все-таки, извините, ну, уже на часах 3 ночи. Я толком не проснулся, вот то даже кофе не успел попить, поэтому запись может быть немножечко вяленькая, но надеюсь, что вы меня поддержите своим лайком, комментариями, я надеюсь, что совершенно скоро я вернусь к своему графику. Буду высыпаться, буду более эмоционально записывать видосы, и если я где-то потерялся, то уж не обессудьте. А так, всем огромное спасибо за просмотр, не забудьте ставить лайк, комментарий, а кто не подписан, обязательно подписаться. Все-таки цель до 5000 подписчиков, поэтому давайте попробуем максимально быстро их собрать. Как-то так. А еще не забудьте, телеграм-канал, если что, в комментариях закреплен. Присоединяйтесь к нам, у нас там чат комьюнити и все такое. Всем удачи.